Всем привет! Сегодня у нас, можно сказать, первый весенний поход. Но не календарный, а по погоде. День прекрасный. Остановка Балбулак. Чуть-чуть выше. Следующая остановка за остановкой Мустау, Будаковка. И хотим пойти до Кокжайляо, а потом посмотрим. Может, спустимся в Ремезовское ущелье, а может, в Просвещенцы. Тема маршрута от остановки Балбулак в Малоалматинском ущелье. Сначала поднялись на вертолетную площадку, затем на Кокжайляо, пообедали там, спускались на Каменское плато, поселок Актубе в Ремезовском ущелье, до конечной остановки 5-го автобуса. Начался крутой подъем по желобку, где любят скатываться в сторону вертолетной площадки. Поднялись на гребень. Здесь уже тропа выполаживается. На время, конечно. Справа ущелье Мокрый Ключ. Отсюда можно пройти в Аккаин. И впереди, невдалеке, здесь вертолетная площадка. Вертолетная площадка. Мы идем прямо в сторону Кумбеля. Очень приятно здесь идти после выхода на гребень. Правда, впереди сейчас начнется очень-очень крутой подъем на соседний хребет. На ту горку надо подняться. Ущелье Мокрый Ключ. Вот пошел крутой подъемчик. Все как мы любим. Поднялись на гору, которую мы между собой прозвали Пыхти-гора. Высотой 1700 метров. Здесь на коротком промежутке очень затяжной подъем и набор высоты около 200 метров. А всего около 400 набрали уже. Здесь развилка. Можно спускаться в Аккаин. Слева Малоалматинское ущелье. Слышен шум машин. Хотя мы хорошо поднялись. Идем по пока пологому участку. Справа Аккаин. Внизу течет ручей Каменка. Хороший такой участок с небольшим набором высоты. Через сосновый бор идти приятно. Особенно после восхождения на Пыхти-гору. Впереди еще одна Пыхти-гора. Вторая, но она полегче, чем первая. Когда на нее взберемся, выйдем на тропу, ведущую на Кокжайляо. Внизу Аккаин, покрытый сосновыми лесами. Пока еще такого защитного цвета хаки. Скоро начнут цвести. Погода изменилась. Стало более пасмурной. Город весь в смоге. Отопительный сезон еще не закончился. Прошли 5,3 километра. Набрали больше 800 метров высоты. Сейчас мы на высоте 2060 метров. И вышли к тропе, ведущей к Кокжайляо. Сделали небольшой привал. Сейчас еще пройдем 2 километра и выйдем на Кокжайляо. Двухкилометровый переход к Кокжайляо. Здесь уже, естественно, столкнулись с множеством людей. Тропа такая набитая, даже мокрая. Вдали уже показалась Кокжайляо. Уже совсем недалеко.
Грязь весенняя. Можно обойти, а мы прямо решили пройти. Прошли 7,5 километров. Поднялись на Кокжайляу. Сейчас у нас будет обед. Высота 2250 метров. То есть мы километр набрали высоты. 4,5 часа шли. Погода пасмурная. Ветерок задувает. Обедать сейчас будем на Кокжайляу. Что у нас тут? Пирог с капустой и самса с мясом. Всем приятного аппетита. И чай с медом. Много отдохнули, пообедали и начинаем спускаться в сторону Каменского плато в Ремезовском ущелье. 3 часа дня, весна, а как будто вечереет, что солнце закрылось, солнце скрылось за тучками, плюс еще этот смог, он уже сюда поднимается. Вдалеке видна роща очень красивая, Аккаинская. Справа там Алматинское ущелье. Пасмурно, серо, черно-бело. Гребень, по которому поднимались, по которому спускаемся, они очень похожи. Отличие, пожалуй, здесь вид покрасивее на запад Илийского Алатау. И более глухое место, там все-таки доносится шум из Малоалматинского ущелья, а здесь тихо. И плюс здесь при выходе здесь еловый лес густой, а там уничтоженный ураганом пустырь. Слева по ходу движения ущелье Аккаин, за ним Мокрый Ключ, потом Малоалматинское ущелье. Виден гребень, по которому мы поднимались. Солнце клонится к западу. Нам уже недалеко спускаться. Уже показались строения. Это, по-моему, санаторий Айнабулак. Да, это не только он, конечно. Тут настроено тоже. Спускаемся. 1,9 километров. Каменское плато Аялдама. До остановки в Каменском плато около 2 километров. Тут грязь. И охота по грязи идти. Только очистили ботиночки. Куда денешься? И можно было там слева обойти. Ладно, там дальше снег опять пойдет. Эту грязь, конечно, не сравнить с Кокжайляуской. Там-то тысячи ног натаптывают, месят это самое, как ее, грязь. Хотел другое слово использовать. Ранняя весна. Березовая роща. Спустились с хребта. Прошли 12 километров. Вышли на дорогу в Ремезовском ущелье. Чуть ниже санатория Айнабулак. Идем по поселку Актобе, Ремезовское ущелье. Склоны застроенные. Все это с углинок. Видимо, они не знают. Как не знают? Они же подрезают эти склоны и видят, что там глина. Но строят. Природа этого... Да, может не потерпеть. Завершился наш поход. Прошли 13,5 километров с набором высоты километр, со спуском около 900 метров. И сейчас на 5-м автобусе едем в город. Всем пока.